Я видела семьи, которые потратили 10 тысяч долларов на отпуск и не были довольны. А все потому, что они выбрали не тот район. Останавливайте это видео, делайте пометки, вы обязательно вернетесь с ним, когда будете планировать свой приезд на Пхукет. Итак, вы собрались в трехмесячный побег на Пхукет. Это может быть sabbatical, домашнее обучение детей в теплом климате или просто, наконец, долгожданный долгий отпуск. И вот что я поняла за 7 лет проживания здесь, помощи сотням семей и соло-путешественникам. Неправильно выбранный район превратит ваш отдых в кошмар. И я говорю о реальных вещах. Сможете ли вы работать? Найдут ли ваши дети друзей? Не заскучает ли муж? Я оцениваю Пхукет по 5-бальной шкале, и мы пройдемся по самым топовым районам. Сохраните видео, оно понадобится вам, когда вы будете бронировать проживание. Найхарн. Найхарн получает 5 звезд. Преимущество 3 пляжей – это очень важно, когда вы собираетесь прожить на Пхукете 3 месяца. Итак, Найхарн – это основная главная бухта. Здесь очень красивые закаты, красивые рассветы, можно погулять. В выходные вы услышите, как играют на барабанах. Януи. Здесь мелко, удобно с детьми, но очень важно, обращаю ваше внимание, есть кораллы. Зато можно классно поснорклить. А еще здесь снимали белый лотос. Аусен – это пляж с мелкой галькой. Обалденный снорклинг. Это настоящий островок тишины и спокойствия, потому что туда не часто приходят люди. Через 3 месяца у вас будет свой любимый пляж под настроение. Вот что нужно знать о безопасности на Найхарне. Моя подруга Настя приехала в прошлом году ко мне в гости на Пхукет. Мы жили в разных районах, встретились в кафе и расстались примерно в 10 вечера. Я уехала домой на машине, а Настя решила прогуляться. Подъезжает таец на мопеде, 10 часов вечера, и что-то ей протягивает. Она, конечно, вот так вот немножко смотрит на него. Это был ее телефон, который она забыла в кафе, когда мы с ней прощались. И плюс на Пхукете почти через каждые 3 метра уже есть камеры. Как будет выглядеть ваш день, например, на Найхарне? Для девушек. Пробежка по пляжу, либо раннее купание, а может быть и йога. Далее вы можете поработать. Очень много кафе с Wi-Fi и кондиционером. Комьюнити часто постоянное, поэтому вы 100% заведете друзей. Также после обеда тренажерные залы, муай-тай-классы, снова йога, почему бы нет, массажи. А вечером вы можете сходить в любое кафе, либо встретить закат на пляже. Как рассказывала одна наша клиентка, она встретила реально лучших подруг просто на случайном классе йоги на Найхарне. Для детей. В первой неделе, конечно, они будут привыкать к морю, привыкать к еде. Вторая неделя, они уже будут общаться со всеми русскоговорящими, со всеми экспатами, кого встретят на любом пляже. Напоминаю, их 3. Третья неделя, они уже будут общаться не только с русскоговорящими, но и также, возможно, на английском, потому что это большое все-таки международное комьюнити. Но в конце 3-го месяца они будут просить: «Мама, можно мы останемся еще? Хочу!» Примерно так всегда и бывает. Для мужей тоже много развлечений. Начнем с того, что есть тайский бокс, есть залы по ММА, пробежка, велосипед. Хотите, с Чилонга уходят лодочки на рыбалку, в том числе подводную рыбалку. Если вы не хотите, чтобы муж устал от милых кафе, то у нас всегда есть спортбары, есть бильярдные, есть винные бары. Поэтому я уверена, что он найдет себе развлечения по духу. Рестораны и кафе. Здесь очень много кафе для классных завтраков и также для повседневных обедов. Wine Connection, Zurich Bread, Porch, V-кафе, конечно. И с каждым месяцем кафе открывается все больше и больше. Для свиданий рекомендую Wine Connection или любой стейкхаус, их в этом районе много. Пляжные бары. Если вы хотите увидеть закат, посидеть красиво с коктейлем, то, конечно, Rock Salt. Это бар, который находится прямо на Найхарне. Рекомендую, вы не пожалеете.
На Найхарне есть место как для своего полотенца, так и для шезлонгов. Но их не 500 штук, у них все равно есть свои изолированные области. Вы можете просто полежать, послушать шум волн, либо почитать книжку. А теперь огромный такой дисклеймер о том, что сезон есть сезон. Да, это состояние Найхарна в обычное время, но, пожалуйста, не забывайте, что все-таки у нас сезон, и большинство туристов приезжает именно с декабря по март. Если вы хотите приехать в сезон, то будьте готовы, что, конечно, туристов будет много, но 3 пляжа. 3 пляжа. Стоимость. От $1200 до примерно $2000 вы найдете жилье. Оно будет стоить каждый бат. Транспорт. Вам нужен будет мопед либо машина. Все находится в доступности 5-10 минут на транспорте. Здесь есть местные больницы, крупные магазины, заправки и филиалы банков. Итого за 3 месяца вам здесь не будет скучно. Количество активностей, знакомств, сообщества придает состояние новизны в течение всего периода проживания. А теперь с юга мы переезжаем на север. Пляж Бангтао. Бангтао получает 5 звезд, потому что сочетает в себе все, что вы хотите. У нас была мама с детьми, и она работала удаленно, и вот ее отзыв. 10 минут до любой локации. До массажа 5 минут. Позвонить клиенту из любого кафе, пожалуйста. Отправить детей на развлечения около Блю-3 10 минут. Ну и, конечно, море. На Бангтао невероятно безопасно. У каждого проекта есть камеры, очень много круглосуточной охраны. И плюс есть также туристическая полиция, которая патрулирует улицы. Как может выглядеть ваш день на Бангтао? Это утренняя йога, либо прогулка по большому пляжу. Поработать в кафе на Боут-авеню, Порто-де-Пукет. Есть примерно вариантов 10 кафе для завтраков с кондиционером и с Wi-Fi. Еще больше кафе вы найдете в Порто-де-Пукет. Видео, кстати, подсказку прикрепляю. Отдельное видео про Порто-де-Пукет. Днем вы можете сходить на массаж, сходить в спа, сходить на любую тренировку. Здесь очень много тренажерных залов. А вечером вы можете встретить закат на одном из 5 бич-клабов на Бангтао, либо поужинать в красивом месте. Для детей очень много активностей, есть танцевальные кружки, кружки по рисованию, пение, актерские курсы, хотите будет скалолазание. В общем, здесь очень много экспатов, и ваш ребенок точно найдет друзей. Есть международные школы в 30 минутах езды, British International, Head Start, либо UWC. Муж здесь точно не заскучает. Падал теннис, места для бега, места для катания на велосипеде. На Бангтао находится самый известный, всемирно известный зал Муай-Тая, Муай-Тай Бангтао. Если он хочет тренироваться со звездами, то ему туда. Здесь более 40 ресторанов, и это только на Порто-де-Пукет и Боут-авеню. Есть японская, есть тайская, есть французская, есть русская кухня. Здесь огромный просто выбор. Пляжные клубы Кетч, Рава, Карпе Дием, Номан, Юхи. В этой локации вы можете ни разу не поесть в одном кафе, если захотите, потому что здесь огромное разнообразие. Пляж Бангтао очень длинный. В следующем году там начнется реновация, поэтому если вы хотите посетить пляж и запомнить его в первозданном виде, рекомендую сделать это в течение 1 года. В конце пляжа Бангтао есть отель Анантара, там снимается много фильмов, вы можете их проверить на Netflix и посетить это место. Стоимость. Аренда здесь дороже, от $2500 и выше, но вы за это получаете очень хороший вариант недвижимости. Кто-то называет это место слишком европезированным, слишком стерильным, нету аутентичного Таиланда, но каждый выбирает по себе. Здесь есть местные больницы, заправки, филиалы банков и крупные продовольственные магазины. Наянг – это моя секретная рекомендация, сочетание цена-качество и покой. В прошлом году приезжала пара пенсионеров, и им очень понравилось. Кратко их отзыв. Мы получили квартиру в 5 минутах от моря за половину стоимости на Бангтао. А остальные деньги потратили на развлечения. Наянг – это часть национального парка, поэтому он в первозданном, нетронутом виде. Если вы хотите погулять, то там есть огромный парк, и дальше по пляжу вы можете перейти на следующий пляж Майкао.
Если ваша мечта – это утро без людей, то этот пляж для вас. Здесь также безопасно, достаточно маленькая комьюнити, и поверьте, через 2 недели вы будете знать каждого на этом пляже. Как выглядит день девушки на Наянге? Вы можете сходить в парк и самостоятельно позаниматься йогой, либо посетить один из нескольких спортзалов. В обед вы можете поработать у себя дома, либо в каком-то кафе. Выбор здесь гораздо меньше, чем на Бангтао и Найхарне, но вы обязательно найдете 3-4 любимых варианта. А вечером вы можете встретить закат в пляжном кафе. Это идеальное место для тех, кто ценит тишину, кто хочет побыть наедине с собой. Для семей это идеальная локация. Это всего лишь 5 минут от аэропорта, что очень удобно, если вы приезжаете с бабушками и дедушками. В сезон приезжает очень много семей с детьми, и у вашего чата обязательно будут друзья. Из минусов можно выделить то, что до продовольственных магазинов и крупных магазинов вам нужно будет ехать примерно 40 минут. Но это как настоящее путешествие, например, на Бангтао для того, чтобы развеяться. Для вашего мужа здесь развлечения – это спокойный отдых, прогулки по национальному парку. И есть, конечно, бары и рестораны. На этом пляже вы найдете 10 кафе, это будет тайская аутентичная кухня и немножко европейской. Обязательно посетите кафе, которое находится на самом пляже. На пляже Наянг нет бич-клабов и клубов с громкой музыкой, здесь только тишина, спокойствие, но паркуются лодки. Стоимость от 700 до $1500 за проживание, и эта цена самая низкая на острове. Почему у этого пляжа меньше звезд? Здесь очень хорошо отдыхать, но нужно выбираться до основных магазинов, больниц и заправок. Есть местные клиники, рынки, рядом аэропорт. Готовы бронировать жилье на 3 месяца? Оставьте тогда заявку, и мы обязательно подберем качественные варианты под ваш запрос. Все наши аккаунты находятся внизу под этим видео. Ката Карон. Я даю этим пляжам 2 звезды. Это очень хорошая локация, если вы хотите приехать и пожить 1-2 недели. Но поверьте, за 3 месяца вы просто устанете. Первая неделя. Потрясающе! Какой длинный пляж! 3-я неделя. А почему так много туристов? Я уже устаю от них. 10-я неделя. Мне нужно отсюда уехать! Большинство приезжает сюда только на 1 либо 2 недели, следовательно, сообщество не формируется. Вам нужно будет привыкнуть к очередям в ресторанах, в магазинах, и искать парковочное место тоже, поверьте, не так просто. Шумно. Постоянно музыка, проезжающие тук-туки и в целом туристы. Дорого. Здесь, кстати, цены не сильно ниже, чем, например, на Наянге. Нет местного колорита. 95% это туристы. Следовательно, вы не почувствуете того вайба, за которым приехали. Реальный опыт наших гостей. Через 2 месяца они просили нас найти хоть что-нибудь на пляже Найхарн, потому что устали от Ката и Карона. Дисклеймер. Я говорю только о тех вариантах недвижимости, которая близко к морю. Я не делаю обзор на недвижимость, которая находится подальше от моря, она подешевле, но если вы хотите приехать на 3 месяца в Таиланд, то лучше выбирать, конечно, жилье около моря, для того, чтобы насладиться этой прекрасной атмосферой и посмотреть на море. Вот вам быстрый гайд, который можете заскриншотить. Найхарн – отличный баланс на 3 месяца. Активности, комьюнити, семьи и соло-путешественники здесь кайфуют. Бангтао – максимум удобства и роскоши. Идеально подходит для соло-путешественников и семей с детьми. Наянг – лучшее соотношение цена-качество и тишина. Советую для тех, кто хочет просто расслабиться. Ката Карон – слишком людно для проживания в течение 3 месяцев. Отлично подходит для 1-2 недели. Напишите в комментариях, а вы как путешествуете, соло или с семьей? Сохраните это видео, к нему вы вернетесь, когда начнете бронировать жилье. Серьезно, нажмите «Сохранить» прямо сейчас. Спасибо за просмотр, пересылай подружке, которая тоже собирается на Пхукет.